Всем привет! В этом видео у нас будет распаковка и тестирование термоса, полное название которого со всеми суббрендами звучит как Xiaomi Mijia Viomi 460 мл. Несмотря на то, что пришло все в мягкой упаковке, коробка оказалась побита. Все надписи на коробке на китайском языке. Внутри инструкция полностью на китайском и сам термос. Крышка подпружинена. Внутри оказался пакетик с силикогелем. Уплотнитель, затыкающий горловину, снимается. Размеры термоса: длина около 24 см, диаметр около 6,5 см. Вес без жидкости 309 грамм. Сразу пробуем замерить, сколько в него помещается воды. И вот тут первая проблема. 460 мл в него формально помещается, но при попытке закрыть крышку часть жидкости выливается. Получается, что его реальная емкость где-то между 400 и 430 мл. Обидно, досадно, но ладно. Проверяем на герметичность. С обычной водой все хорошо, она не проливается. А вот газированную лучше туда не заливать. После тряски она начала выливаться. Похоже, что давление он не держит вообще. Посмотрим, как будет литься жидкость при попытке попить. Выливается жидкость из термоса небольшой струйкой, пить удобно. Ну и раз это у нас термос, значит он должен сохранять температуру. В рекламе указано, что если в него залить 460 мл воды температурой в 100 градусов, оставить при окружающей температуре 20 градусов Цельсия, то спустя 6 часов будет больше 60 градусов, спустя 24 часа больше 40 градусов. Во-первых, как мы уже выяснили, 460 мл при нормальном использовании туда не помещаются. Во-вторых, я бы мог провести замер так, как указано в буклетах и рекламе, но с моей точки зрения смысла в этом мало. Поэтому вот мои условия эксперимента. Примерно в 8 утра я вскипятил воду, залил в термос и вынес его на улицу на 24 часа. В тот день утром была температура чуть ниже нуля, днем чуть выше нуля, ночью до минус 7. Для измерения температуры использовался самодельный прибор. В приборе использовалось два датчика DS18B20. На экране прибора первая строчка температура окружающей среды, вторая строчка температура в термосе, третья строчка разница температур. Первое измерение: 8 утра, температура в термосе 93,5 градуса. Почему не 100? При залитии кипятка в термос комнатной температуры вода начала отдавать энергию стенкам термоса, разогревая их. При этом сама вода потеряла часть температуры. Проще говоря, получить условия эксперимента ровно по китайской рекламе почти невозможно. 3 часа от старта эксперимента, температура воды 75 градусов. 6 часов после начала эксперимента, температура воды 62,5 градуса. 9 часов после начала эксперимента, температура воды 52,5 градуса. 12 часов с начала эксперимента, температура воды между 44,5 и 45 градусами. 15 часов с начала эксперимента, температура воды 38 градусов. А дальше я пошел спать. Последний замер температуры был уже на следующий день. Спустя 24 часа температура воды 24 градуса. Теперь мы посмотрим, как он сохраняет холод. В рекламе указано, что если залить в него воду температурой 0 градусов, оставить при окружающей температуре 30 градусов Цельсия, то спустя 6 часов будет меньше 5 градусов, спустя 24 часа будет меньше 15 градусов. Вот мои условия эксперимента. 8:40 утра, вода из холодильника. Лед не добавлял. Мне хотелось протестировать термос на улице в 40-градусную жару, но у нас зима. Поэтому термос лежал в доме на столе с температурой воздуха около 23 градусов. По какой-то причине между предыдущим экспериментом и этим вышел из строя один из датчиков. Я его заменил, но новый решил показывать с большей точностью, нам же лучше.
Первый замер. Температура жидкости 3 градуса Цельсия. 3 часа от старта эксперимента. Температура воды почти 4,5 градуса. 6 часов после начала эксперимента. Температура воды 5,5 градусов. 9 часов после начала эксперимента. Температура воды 7,2 градуса. 12 часов с начала эксперимента. Температура воды 8,5 градусов. 15 часов с начала эксперимента. Температура воды 9,7 градусов. А дальше я опять пошел спать. Спустя 24 часа температура воды 13,8 градусов. Ну и дополнительно немного моих мыслей, личных ощущений, которые не передать на камеру, и замечаний. Первое. Как и любую посуду, термос иногда нужно мыть. Нормально помыть термос изнутри очень сложная задача. Диаметр горловины в самой узкой части всего 3,6 см. Второе. У термоса нет отдельной чашки. Если в момент, когда вы захотели попить, напиток оказался слишком горячий, то у вас два выхода. Или изобретать стакан из подручных материалов, или ждать, когда весь термос остынет. Третье. У термосов, которыми я пользовался ранее, была одна проблема. Закрываем горячую воду, оставляем на 3 часа, вода и воздух внутри термоса чуть-чуть остывают и создают пониженное давление, из-за которого сложно открыть термос. Тут проблем с открытием у меня не было, предполагаю, что это из-за небольшой площади отверстия для жидкости, подпружиненной крышки и материала затычки. Четвертое. Субъективное ощущение. У термоса приятный на ощупь материал и удобная форма. Пятое. Если в холодный напиток добавить пару маленьких кусочков льда, можно сильно продлить время их нахождения в термосе в холодном состоянии. Шестое. Защелка на крышке слегка застревает. Мелочь, но меня почему-то сильно раздражает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок.